Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я расскажу вам о том, как сделать 2D-заставку для игры. Итак, у нас есть задача сделать заставку. Я видела ее как видео, в котором нарисованные кадры сменяют друг друга, а все фразы персонажей отображаются субтитрами. Было два очевидных варианта решения. Подготовить видео заранее в After Effects, либо сделать анимацию из кода. Минус первого варианта очевиден – огромный размер файла и меньшая гибкость, поэтому мы остановились на втором. Для заставки я подготовила вот такую раскадровку. Это не окончательный вариант, а просто примерные картинки для удобной работы. В создании заставки мне очень помог Лёша. Точнее, сделал всю работу и записал процесс. А я смонтировала и озвучила это видео. Итак, давайте начнем. Сначала создаем новую папку. Открываем ее и создаем папку, в которой будут храниться сами фоновые изображения. Добавляем фоновые изображения. Не забываем сохраняться. Создаем структуру, в которой мы будем описывать содержимое нашего кадра. Из этой структуры мы составим таблицу данных. Здесь у нас будет изображение. Выбираем тип для него. Это у нас текстура 2D, Object Reference. Потом нам нужен отображаемый текст. Это текст. И время, которое кадр будет отображаться, это число с плавающей точкой. Далее нам нужна таблица данных. Выбираем нашу структуру. Каждой строкой таблицы будет уже созданная нами структура данных, представляющая собой изображение, фразу и время длительности кадра. Здесь выбираем нашу картинку. Пишем соответствующую фразу. Ставим задержку по времени. Сколько этот кадр будет находиться на экране. Имя строки нам необходимо для того, чтобы мы могли обращаться к строке. Мы указываем его числами для того, чтобы можно было обращаться к ним последовательно. Повторим эти действия для каждого кадра в заставке.
Теперь создаем UI-виджет. Здесь нужно добавить панель. Панель подойдет любая. Я выбираю Grid панель, потому что в ней достаточно удобно производить табличную верстку. В Grid панели создаю один столбец и две строки. Строки поделим как 70 на 30. Для того, чтобы текст располагался в нижней части кадра. Чтобы было на что ориентироваться, добавим сюда первый кадр нашей заставки. И изменим его имя на Image, чтобы было легче к нему обращаться. Теперь добавляем обычный текст. В поле «Слой» ставим единичку, чтобы текст гарантированно был над картинкой. Строка 1, потому что отсчет от 0. По центру, по центру. Сейчас сделаем присваивание. Идем в граф, My Blueprint, плюсик. Пишем текст для отображения. Текст for show. Сохраняем. Возвращаемся, находим текст, биндинг, текст для отображения. Сохраняем. Можно считать, полдела уже сделано. Теперь я добавлю еще одну переменную. Нам нужен счетчик кадров. Текст for. Это будет целое число. Компилирую. Начинаю с единицы, потому что в таблице наименования начинаются с единицы. После этого создадим функцию для получения и отображения кадра. Назовем ее UpdateFrame. Текст for. По сути, на вход нам нужен номер кадра. Поскольку это глобальная переменная, мы можем использовать ее прямо отсюда. Мы берем переменную, содержащую текущий номер кадра, и функцию получения строки из таблицы данных. Далее из таблички получаем строку.
Так как счетчик кадров у нас число, нам нужно преобразовать его в строку, чтобы потом преобразовать в имя. Вот мы получили строку. Раз мы ее получили, можем сразу ее и применить. Давайте создадим кисть. Нам нужно создать кисть, потому что на объекте Image мы можем отобразить только кисть. Мы делаем кисть из текстуры. Так как в заставке все изображения одинакового размера, мы указываем разрешение текстуры здесь. Если бы изображения были разного размера, нам бы пришлось добавить информацию о размерах каждого из них в таблицу. Вводим разрешение текстуры. Теперь можем взять Image. Image – это у нас вот этот объект, на котором отображается картинка. Сделаем ему Set Brush. Расположим это так, чтобы у нас ничего не перекрывалось. Далее нам нужно присвоить текст. Берем текст для отображения. Теперь у нас отображены как картинка, так и текст для текущего кадра. Кроме этого, нам нужно запомнить время кадра. Сделаем просто переменную time. Выделяем. Двигаем подальше, поближе. Жух! Вот теперь у нас все красиво. Идем в Event Graph. Event Construct вызывается при создании виджета. Ставим игру на паузу. Update Frame. Так мы поставили отображаться первый кадр. Чтобы переключать кадры дальше, нам нужно каждый тик проверять, сколько прошло, и прибавлять этот промежуток времени к некому таймеру. Давайте сейчас создадим переменную для этого таймера. Friendly. Мы берем этот фрейм len, надо бы задать ему значение по умолчанию 0. Все хорошо. И теперь складываем время, сколько прошло, и фрейм len. И записываем это во фрейм len.
Теперь нам нужно ждать столько тиков, пока переменная frameLen не станет больше переменной time. После этого нам нужно проверить, на каком мы сейчас номере кадра. И не превысил ли этот номер кадра наше общее число. Всего у нас 9 кадров. Если количество кадров меньше 9, тогда мы увеличиваем внутренний счетчик на единицу. И после того, как мы обновили счетчик кадров, мы можем обновить содержимое кадра. Теперь нам нужно сбросить переменную frameLen. Теперь нам нужно обработать ситуацию, когда последний, финальный кадр, показан. Мы снимаем игру с паузы и закрываем виджет. Сохраняем. Проверяем визуально. Проверяем. Все вроде отлично. Далее мы открываем Level Blueprint. У нас здесь уже есть немного логики. Делаем Remove All Widgets. Remove All Widgets лучше делать всегда. Это обезопасит нас, если остался какой-нибудь забытый виджет или еще какая-нибудь ерунда. Лучше его сделать, чем не сделать. Создаем новый виджет. Выбираем его класс.
и добавляем его для отображения. Все готово. Можем посмотреть итог. Ну вот, теперь осталось написать и оформить текст. Преимущество этого способа в том, что мы создаем очень гибкую систему. Теперь, просто редактируя табличку, мы можем полностью изменять все параметры заставки, от изображения до самого текста. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, а Алексею за проделанную работу. Увидимся в новых моих видео.